Сучьи дети. Автор Натанариэль Лиат. А началось все с того, что Яси решила выйти погулять. И весь этот год после филфака она проработала репетитором по английскому. Но сейчас ученики разъехались на каникулы, так что и она, считай, была в отпуске. Июнь выдался жарким даже здесь, в Питере и окрестностях. И сидеть в душной съемной однушке на 19-м этаже, к тому же на солнечной стороне дома, было решительно невыносимо. За стеной тоскливо завыл пес, хозяин, видимо, работал. И бедняга оставался один на весь день. Это стало последней каплей. И Яся напомнила себе, что она-то не заперта, и решительно стала натягивать кеды. Она переехала в Мурино месяц-два назад и уже успела изучить маленький район вдоль и поперек. От памятника Менделееву на бульваре его же имени до поля, где вечерами толпой выгуливали собак. Вообще-то Ясе тут было неплохо, но в такой день, как сегодня, безоблачный, звонкий, хотела совсем другого. Тянуло прочь от разноцветных домов-муравейников, куда-нибудь к зелени, запаху еще не запылившихся листьев, прохладе и тишине, к простору. Одним словом, к природе. Только вот до нее надо было ехать или на метро до парка, или на электричке в лес. А Ясе было влом. Хотелось, чтобы прямо сейчас сразу. Тогда она вспомнила, что ее улица упирается в еще пока не застроенный пустырь, а за ним темнеет лесок, до которого запросто можно дойти пешком. Действительно, на пустыре стояли какие-то экскаваторы и прочая техника, но ограждений не было, и никто не остановил Ясю. Когда она пошла через изрытые старыми аллеями от огромных шин поля. Приятный ветерок шевелил бурьян, а на другом краю, у самой кромки леса, виднелось несколько симпатичных деревянных домиков. Неужели дачи прямо здесь у городской черты? А вдруг там даже сейчас кто-то есть? А что, погода как раз подходящая? А Яся представила себе, как пойдет мимо и увидит кого-нибудь в окне или во дворе. И, может быть, даже помашет им рукой просто так. И от этой мысли ей стало еще веселее. Пока она не подошла ближе и не поняла, что дома заброшены. Яркое солнце играло шутки с глазами, заставляя облупившуюся краску казаться почти свежей. Расстояние скрывало безразличный взгляд пустых черных окон. Домикам даже не было тропинок, все вокруг заросло одичавшими ягодными кустами и высокой, чуть ли ясеней по макушку травой. Яся остановилась, оглядывая находку, и беззаботное летнее настроение с готовностью уступило место любопытству. Она решительно двинулась сквозь заросли и стрескалась крапивой, утопила кроссовки в грязи, но добралась до избушек. Здесь в небольшой низинке было сыро, и под ногами кишмя кишели крошечные молодые лягушата. Яся улыбнулась, она с детства любила всех этих маленьких диких зверей. Ящериц, мышей, кротов, даже жуков не боялась. Лес вблизи выглядел очень темным, и лезть в него совсем не тянуло. Она побродила вокруг домов, водя рукой по покинутым стенам. Подумала о том, чтобы зайти внутрь, но все-таки передумала. Обтерла изгвозданные кеды травой, чуть не напоролась на гвозди, торчащие из брошенной на землю доски, и вдруг какой-то глупый лягушонок прыгнул прямо ей под ногу. Яся не успела отреагировать, чтобы не наступить сверху. Весь азарт первооткрывателя вдруг как ветром сдуло. Ясе почему-то стало тоскливо и резко захотелось уйти.
Казалось бы, чего пугаться посреди белого летнего дня. Но она подняла голову и поняла, что из-за кустов и трав вокруг не видит, с какой стороны пришла. Вообще ничего не видит. Только она на заброшенном кусочке мира, стены бурьяна да плоское синее небо. Яся ломанулась прочь наугад, не обращая внимания на шиповник, царапающий руки и хватающий за волосы. На какую-то жуткую секунду почувствовала себя так, словно вокруг бесконечной джунгли, и ей не выбраться никогда. И вывалилась на простор. Солнце ушло за облако, и разом стало как-то темно и холодно. Чувствуя, что нагулялась, Яси поспешила назад к знакомым силуэтам многоэтажек. И, добравшись до края пустыря, словила острое дежавю. Вблизи все снова оказалось мертвым, а тут тоже. Экскаваторы стояли, как скелеты ржавых насквозь динозавров. Нигде даже вдали не было слышно ни одной машины. Не играла музыка в булочных, никуда не спешили люди. Потускневшие серые дома высились безжизненно, как многоквартирные склепы. Яся просто стояла и смотрела, и смотрела, и смотрела. Она ушла отсюда час назад, всего час. Ничего не понимая, почти на автопилоте она двинулась вперед, домой. Сквозь бугрящийся асфальт под ногами пробивались упрямые желтые цветы. Не успела Яся сделать и дюжины шагов, как сбоку зарычали. Этот звук проникал прямо внутрь, минуя мозг. И она застыла на месте раньше, чем поняла, что к чему. Ей заступила дорогу небольшая собачья свора. Всего зверей 5 или 6, но каждый из них смог бы сожрать Ясю целиком. Они были огромные, лохматые, мускулистые и поджарые, настоящие уличные убийцы. Вожак вскинул морду к небесам и завыл. У него было 2 головы, или не 2, а скорее полторы матерые морды, сросшиеся посередине. Остальные в своре подхватили вой. У серого пса, похожего на волка, было 8 лап с коленями в обратную сторону. Еще один с белым пятном на лбу, истекая слюной, скалился лишней пастью на боку. У самого тощего хромого на одну лапу из спины рос маленький человеческий ребенок. Мертвое тельце, наполовину захваченное щетинистой шерстью, свисало на бок и лицом вниз и, наверное, очень мешало. Вой продолжился дальше по улице. И еще дальше, и еще. Десятки, если не сотни голосов, везде, отовсюду, со всех сторон. А вообще-то мелкие Ясю учили, что убегать от бродячих собак нельзя. А вот вообще. Она побежала. А рванула так, как не бегала никогда в жизни. Наплевав на то, что в их глазах делает себя добычей. Неслась, как ветер, не оглядываясь, не чувствуя своего тела, за белой пульсацией ужаса, чудом не ломая ноги в колеях и канавах. Впереди снова замаячили проклятые избушки. Яся без колебаний нырнула в заросли, как ныряльщица в омут. Там впереди стены и двери. Там можно закрыться, там. Огромная глыба мускулов в черной шерсти с лаем кинулась ей навстречу, ударила по коленям. Яся упала, осаживая лицо и руки, застыла, свернувшись клубком, закрыла голову от зубов, которые будут рвать ее на куски. Фу, драник, фу, сидеть. Что, где, свора, что ли? А, черт бы вас побрал. Ух, святые угодники, чего же это? Лай сменился недовольным ворчанием. Пахло псиной, но жрать Ясю, кажется, передумали, и она рискнула открыть один глаз. Парнишка-подросток крепко держал за холку огромную собаку с какой-то неправильной башкой. Рядом сплескивала руками сердобольного вида бабулька, а слева от нее стоял хмурый лысый дед с ружьем. «Чего же это?» — повторила бабка таким тоном, каким обычно говорят про бездомных котят под дождем. «Не как приблуда».
Еще одна на нашу голову, пробормотал дед. Он говорил еще как еще. Мало нам было одного сучонка. Он неодобрительно сплюнул в траву. Спасибо, хоть ружье держал направлением вниз. Да будет тебе, возразила бабка. Не век же Марысю одному пора и... Тебя как звать, перебил паренек, глядя на Ясю. Домик у него за спиной, который та помнила пустым и никому не нужным, сейчас курился дымком из трубы. На окнах с целыми стеклами висели кокетливые вязаные занавески. «Мне домой надо», – прошептала Яся, не отвечая. «Я потерялась, кажется». Дед расхохотался хриплым, лающим смехом, переходящим в кашель. «Тут теперь твой дом», – сказал он. «Здесь кто теряется, то насовсем». Яся потрясла головой, она чувствовала себя оглушенной, огорошенной, спящей, которой никак не проснуться. «Но я же как-то пришла, должна быть дорога». Бабулька посмотрела на нее со страданием. «А ты поищи», — сказала она, — «поищи, милая, вдруг да найдешь». Яся кивнула, машинально поднимаясь на ноги. Она поищет, да, поищет и найдет. Это же логично, правда? Она не поняла, сколько времени бродила по этим кустам. Может, часа два. Сквозь нее нарастающее отчаяние пробивалось обрывки мыслей. Вот листья, которые она впервые увидела зелеными и сочными, теперь как будто заржавели, наверное, болеют. А вот выше кустов поднимаются огромные сухие зонтики. Борщевик. Кажется, раньше его тут не было. Как это не было, если не могло не быть? Где-то вдалеке лаяли собаки. Яся до крови и задрала руки. И голые калинки в волосах свили гнезда ветки колючих растений. Она истоптала заросли вокруг домов вдоль и поперек. И все равно с одной стороны был мертвый город, а с другой обжитые домишки у леса. Небо совсем заволокло низким и серым, и в момент, когда Ясе оставалось только сесть на землю и разреветься, на нее из небесных хлябей хлынул ледяной дождь. «Эй, доча, давай сюда, еще застудишься, горюшка». Бабка стояла на крыльце своего домика под навесом и манила Ясю рукой. Дождь был такой, что Яся мигом промокла, как мышь. Бабка усадила ее у жаркой жестяной печки, сунула в руки щербатую кружку без ручки с чем-то горячим. Яся машинально глотнула и обожгла язык, не почувствовав вкуса. Поставила кружку на стол. «Отпустите меня», – бесцветно сказала она, – «пожалуйста, я домой». Она не хотела, но все равно заплакала, закрыв лицо руками. Давилась с хлипами, шмыгала носом. И слезы мешались с дождевой водой, текущей с волос. «Да мы-то тебя и не держим», – сказал дед. Он только что вошел и стоял на пороге. «Дороги нет. Мы-то что сделаем? Сами когда-то так же, как ты вон. И ничего, здесь разве плохо? Везде люди живут». Бабка достала откуда-то половину рыхлого, влажного каравая. В дождливом сумраке мякиш казался серо-зеленым. «Ты поешь?» – ласково сказала она, нарезая хлеб ломтями. «А там виднее будет. Оно ведь как? Что случилось, то случилось. Чего плакать, надо думать, как дальше быть». И день кончился тем, что Яся уснула, скорчившись на лавке у печки. Пока она спала, кто-то укрыл ее тяжелым, пахнущим дымом тулупом. На утро она проснулась, и страшный сон не закончился. В окна заглядывали зонтики борщевика. На улице гулко барихал этот, как его, драник. Протирая глаза, Яся вышла на крыльцо. «Что, опять по кустам рыскать пойдешь?» – с мрачной ухмылкой спросил дед, который, сидя на скамейке, тащил топор. Яся вздернула подбородок. «Пойду». Из сарая вышла бабка с ведром в руках. «На», – она вручила ведро Ясе. «Раз все равно там ползать собиралась, налови хоть лягушек». Яся так удивилась, что послушалась. Пути обратно в свою нормальную реальность она, конечно, так и не нашла. А зато к моменту, когда она сдалась, в ведре барахталось полдюжины пухлых, склизких лягушек, и Яся удивила, зачем они кому-то сдались.
оказалось для супа. Первый раз Яся чуть не вывернула от одного вида мутного варева, но потом, пару дней спустя, когда она поняла, что одним хлебом сыт не будешь, конечно, она осталась здесь с бабой Нютой, дедом Мика и Марысем. А куда ей было деваться? В город, кишащий дикими псами? В лес, который даже днем пугал на слабости в коленках? Она не обманывалась насчет своих навыков и выживания. Может, какой-нибудь Бьяр Гриллс исправился бы, но она... А суп из лягушек, кстати, на вкус оказался ничего, таким есть можно. Правда, когда бабнюта предложила научить Ясю потрошить, так сказать, сырье, та отказалась наотрез. Бабнюта вздохнула беззлобно. «Эх ты, растыка, как своего мужика-то кормить будешь?» Яся прикусила язык, чтобы не сказать в ответ что-нибудь глупое. Вообще бабнюта пугала ее меньше всех, и первое время Яся почти не показывала носа из ее избушки. Но день на четвертый, когда бабка посадила ее прибирать какую-то странную темную крупу, в открытое окно, подтянувшись на раме, просунулся Марысь. «Ясь, Ясь», — сказал он, — «пойдем, чего покажу». Он раньше пытался с ней заговорить, но Ясю хватало лишь на односложные ответы, и беседа не клеилась. Но сейчас у нее болели глаза от разглядывания сухих черных дробинок, и к тому же она вдруг поняла, как ей одиноко. «Иду», — сказала она, вставая. Во дворе Драник попытался было броситься ей на грудь. Яся уже уяснила, что он так играет, а не пытается убить, но все равно шарахалась от него, как от волка. Хотя какой там, уж лучше бы волк. Драник был похож на обычную огромную дворнягу, если бы не башка, плоская, без носа, ушей и глаз. Яся решительно не понимала, как он видит, но ориентировался пес прекрасно. Всю богомерзкую морду до самого затылка раскалывала линия челюсти, больше похожая на крокодилью. А если бы Драник распахнул пасть во всю ширь, то раскрылся бы как книжка или дверь на шарнирах. Зубов было несколько рядов, то ли 3, то ли 4. Яся не выглядывалась. Длинный серый язык прямо сейчас свисал из пасти, пока пес часто дышал ртом, как это умеют собаки. «Да хватит девчонка пугать», — сказал Марысь и поднял с земли какую-то корягу. «Вот, лови». Он размахнулся и зашвырнул палку в кусты. Драник со страшным треском кинулся следом и вскоре выпрыгнул обратно, победно виляя обрубком хвоста, весь в репьях и с корягой. «Пойдем», — сказал Марысь, — «тут недалеко». «И все-таки почему Драник?» — спросила Яся, когда они выбрались на пустыре. За последние дни она намолчалась досыта, и теперь ей хотелось поговорить. Марысь снова бросил из верюги палку. «Я его в городе нашел, еще вот таким». Он показал размер примерно с крупную картошку. Остальные его съесть хотели. Уже успели порвать, и весь изодранный был. Я его сам выходил. С рук выкормил, представляешь? Он не такой, как эти твари городские. Те сожрут и добавки попросят, а он, ему 5-й год уже, и он за все время на человека зубов не оскалил. Даже когда дед его пинает, и то терпит. Ты-то просто чужая была тогда, вот он и кинулся дома защищать. Пес принес корягу, и Марысь нагнулся потрепать его по голове. Яся так и не поняла, сколько Марысю лет. Он был мелкий, ниже нее, поджарый и быстрый. За те несколько дней, что она провела здесь,
Яся ни разу не видела в пасмурном небе солнца, а у Маруси откуда-то были веснушки, и нос облупился, как от загара. Она глядела на него и думала о своих учениках, о старшеклассниках, которые младше ее на считанные годы. Яся натаскивала их на ЕГЭ и чувствовала себя самозванкой, соплюшкой, которая напялила мамины туфли и воображает себя взрослой. «Пришли», — сказал Марсь. Он привел ее к небольшому пруду, наверное, просто яме, которую со временем наполнила дождевая вода. На мелководье лицом вверх плавали голые резиновые пупсы и Барби с оторванными руками. У дальнего берега почему-то валялся древний холодильник, из тех, в которые дети забираются, играя в прятки, и не могут выбраться обратно. Его дверца была распахнута, как рот мертвой рыбы. «В воду смотри», — подсказал Марсь. Яся пригляделась и увидела, что в пруду черным черно от головастиков. Нет, правда, их там были тысячи, юрких, черных, с этими своими нелепыми хвостиками, а у некоторых даже успели проклюнуться тоненькие смешные задние лапки. Яся моргнула раз-другой. «Славные какие», — сказала она, чувствуя, как губы невольно изгибаются улыбки. Увидев, что она улыбается, Марис улыбнулся тоже. «Ты это», — вдруг сказал он, — «бабку не слушай сильно, это же она так просто. Мы ведь не обязаны, если не захотим». Яся кивнула, и, странное дело, у нее отлегло от сердца. «Смотри», — Марис поднял корягу и со всего размаху забросил на середину пруда. Драник, не сомневаясь ни секунды, плюхнулся следом, окатив их обоих водопадом брызг. Яся взвизгнула, закрываясь от холодной, пахнущей тиной воды, и рассмеялась впервые за, кажется, вечность. С того дня стало как-то легче. Яся начала входить в колею, ловить ритм здешней странной, не похожей на правду жизни. Марось таскал воду из колодца и рубил дрова, как-то раз нанося их на пленницу. Яся обнаружила у одного внутри скелетик мыши, словно съеденный деревом. Но в основном, кажется, играл с драником. Пытался под ногами у прочих и ходил в город на поиски чего-то полезного. Дед Мика бродил по лесу. Яся не знала, что именно он там делает, но кроме него близко к опушке не решался подходить никто. Даже Марось, который без страха таскал прямо из-под носа у бабнюты горячие лепешки, ловко уворачиваясь от карающей деревянной ложки. Бывало, дед тоже уходил в сторону городских домов. Тогда оттуда слышались выстрелы, и в ответ на каждый драник взвизгивал так, словно стреляли прямо в него. Однажды дед Мика волоком притащил с собой целую собачью тушу, и бабнюта нажарила из нее котлет. Все время, пока она рубила кости и крошила мясо, драник скуля прятался под крыльцом. Сама Яся тоже не сидела, сложа руки. Бабнюта учила ее жать коревым серпом горькую траву лебедынь, которую надо было сперва вымачивать, затем сушить, а потом молоть на муку для лепешек и хлеба. Яся наловчилась лущить огромные, как настоящие зонты, зонтики борщевика, который баба Нюта называла хрящевиком. Здесь он был выше человеческого роста, и полые стебли приходилось подрубать топором, прежде чем сломать. Марось как-то сделал из них что-то вроде панфлейты и наигрывал на ней простенькие песенки, не касаясь инструмента губами. Даже сухой хрящевик сохранял в себе сильный яд. Маросю, кажется, вообще нравилось развлекать Ясю, за что она была благодарна ему до жути.
Здесь часто шли дожди, и ненастными вечерами он учил ее играть в кости. Не в эти кубики с точками, а в самделишние кости, белые от времени. Они были маленькие, в руку помещалось по несколько сразу, похожие по форме на параллелепипед, пошедший волной. Нужно было бросать их на поле. Кости, выпавшие горизонтально, были собаками, а вертикально людьми. Вертикальные попадались, конечно, гораздо реже. «А ты как думала, — сказал Марось, — все как в жизни. Псов туча, а мы одни». Яся долго не могла сладить с правилами, но потом втянулась, и они не один час провели над самодельным полем. Нарисованным угольком на полу, азартно строя стратегию выживания, пытаясь сожрать своими псами людей соперника и сохранить своих. Как-то раз бабнюта вручила Ясе тряпку, и они пошли по соседним домам. Всего избушек было 7. В одной обитала сама бабнюта, приютившая Ясю, в другой Марось со своим косматым другом. Дед жил в третьей, на самом отшибе. Тем не менее, Яся обнаружила, что и в других пустых домах аккуратно заправлены постели, приготовлены дрова около печек, а в навесных шкафах стоят чашки и блюдца. «Это для таких, как ты», — пояснила бабнюта, вытирая пыль. «Вот кто-нибудь заблудится, выйдет к нам, а для него уже домик готов». Почему-то именно в эту минуту, в этот самый миг Ясе стало окончательно ясно, что она здесь навсегда, что нет никакой дороги назад, никакой прежней жизни, только домик, который ждал ее и дождался. Она не заплакала, не закричала. Наверное, где-то глубоко внутри она и так давно уже все поняла. «Ты-то не хочешь сама пожить?» — спросила бабнюта после уборки. «Не думай, я тебя не гоню, мне старухи все веселее, но вам-то молодым простор нужен». И Яся решила попробовать. Бабнюта была самой милой бабулей на свете, но у нее в доме вечно пахло вареными лягухами, и она допоздна любила слушать свое радио. Ловило оно не всегда, иногда часами транслировало одни помехи, но порой через них пробивались песни на языках, которых Яся не слышала никогда раньше, или торопливый писк морзянки, или гудение, похожее на скорбные голоса китов. Иногда ей казалось, что она слышит что-то знакомое, какие-то славянские корни, но не могла понять, о чем речь. Радио то ли требовало немедленной эвакуации населения, то ли строго-настрого запрещало покидать дома. Один раз Яся чуть не посидела, когда среди ночи ее разбудил дикий хохот. Выключенное радио ожило само по себе. Там, похоже, передавали какой-то юмористический концерт. Что-то вроде рыка тираннозавра с закадровым сериальным смехом. Но, в общем, лучше бы Яся терпела это все и не жаловалась, потому что в одиночку ее не хватило и до 1 утра. Она уже почти привыкла, что ночами здесь неспокойно. В ветреные ночи снаружи завывал ветер, и безветренные городские собаки, голоса которых разносились далеко-далеко. Иногда вой становился ближе, и тогда дед Микка, ругаясь, брал ружье и шел на пустырь отпугнуть зверюк обратно в город. Несколько раз Яся просыпалась от женских рыданий,
Ей объяснили, что это совы из леса. Странно, ведь за все время здесь она не видела ни одной птицы. Однажды, когда они с бабнютой допивали поздний чай, посуда на столе запрыгала, дребезжа ложками, и земля заходила ходуном. И у Яси заложила уши от грохота и гула. Наутро оказалось, что пустырь метра на 1,5 вглубь продавлен колеями от огромных гусениц с улицу шириной. На таких, кажется, мог бы проехать мимо целый город. Но Яси никогда в жизни не слышала того, что услышала в ночи, когда впервые решила ночевать одна. И истово молилась всем богам, которых знала и не знала, о том, чтобы не услышать больше ни разу. Этот звук проник в ее неровный сон, подбросив ее на кровати еще до того, как проснулся мозг. Надрывный, монотонный, невыносимый вой сирены, воздушной тревоги, от которой сердце мигом проваливается в пятки вместе с желудком, холодеет в животе и немеет пальцы. Яси не бывала ни на одной войне, но на этот звук у нее внутри откликнулось призраки горящего Дрездена и стертого с лица земли Хиросимы, которые хором с каждой клеточкой рептильного мозга, срывая голос, кричали: «Беги! Беги, пока еще можешь, пока еще есть ноги, которыми можно бежать, забейся в нору, заройся до самого центра земли и глубже. Спасайся, спасайся, спасайся!» Яси не помнила, как оказалась у бабнюты на крыльце, как была в одних трусах, отчаянно молотя кулаками в дверь. Дверь открылась, и Яся ввалилась внутрь, рухнула на пол, скорчилась, обняв колени. Бабнюта заухала, захлопотала, укутывая ее траченным молью платком. «Чето это?» – прошептала Яся, хлюпая носом. «Сучья мать!» – вдохнула бабнюта. «Не спится, что ли, сердечный? Да ты не бойся, повоет и перестанет». Яся вытерла мокрые щеки, плотнее закуталась в платок. «Что еще за сучья мать?» Бабнюта вздохнула снова, тяжко-протяжко перекрестила Ясю и побрела к кровати. «Незачем тебе знать, доча, и так в жизни горя хватает». Она выкрутила радио на полную громкость, но даже бравурному хору, поющему что-то торжественное под трубы и термин «вокс», не удавалось заглушить этот вой. Яся не знала, как дожила до утра. «Марысь?» – спросила она днем, когда они вдвоем собирались с куста сморщенный сухой шиповник. «Кто это, сучья мать?» «Да говорят, есть такая тварюга», – он слезнул с уколотого пальца капельку крови. А Яся проглотила вопрос о том, кто говорит. «Если их здесь всего 4. Хозяйка города, оттого там столько собак. Это их дом родной. Будь нас даже, 100 человек, да хоть 1000, все равно бы всех не перестреляли. Там их земля. Поэтому мы здесь и кукуем». Какое-то время они молча рвали ягоды и кидали в ведро. А звук получался как от дождя. Драник лежал рядом, положив морду на землю, и клацал зубами на пролетающих комаров. «А ты ее видел?» – спросила Яся. Марысь пожал плечами. Не знаю, может, врут все». «Ничего не врут». Яся вздрогнула. Дед Микка вышел из леса, за их спинами беззвучно, как призрак. Его тон, и так вечно ворчливый, сейчас вообще звучал так, что жить не хотелось. «Сучья мать, она в каждой проклятой псине», – мрачно сказал дед и бросил тяжелый взгляд на Драника.
И в этом твоем выродке тоже. Да и в тебе самом, небось, сучонок. Яся уставилась на него с непониманием, а дед невесело дернул углом губ и хмыкнул. А ты спроси у него, как он сюда попал. Он из нас здесь был первым. Потом уже Анька, за ней я. Знаешь что? Анька рассказывает, что этот вот, когда она его нашла, совсем мелким был. Половины зубов еще не хватало. Как он, по-твоему, кони не двинул, а, сучий выкормыш? Он сплюнул на землю и замахнулся было пнуть Драника в бок, передумал и молча пошел в свой дом на отшибе. Марысь смущенно отвел взгляд, передернул плечами, отвечая на Ясин незаданный вопрос. «Да не знаю я», — признался он. «Это правда, я совсем мелкий был, ничего не помню. Но знаешь, все-таки нечестно как-то. Как будто тут чудес не бывает. Сразу сучий выкормыш, сучий выкормыш». И он был прав. В этом месте, куда их всех занесло, могло случиться всякое, и не случиться тоже. Яся давно поняла, что время здесь сломалось. Тут не было времени года. То, что стояло на дворе, могло с равным успехом сойти за весну, или осень, или паршивое лето, а главное, оно не менялось. Не переводились головастики в пруду, и лягушки в кустах. Хрящевик будто пер из земли уже заранее сухим. Один единственный раз ночью выпал снег, сухой и серый, как крупа. Но ветер унес его уже к утру, и Яся не была уверена, что ей не приснилось. Ржавые листья не опадали, Яся пыталась сосчитать морщинки у бабнюта на лице, чтобы понять, появляются ли новые, но каждый раз сбивалась со счета. Интересно, сколько времени прошло там дома, в ее мире, который, наверное, домом называть уже нет смысла. Иногда Яся даже не была уверена, что она, Марысь и остальные вообще пришли сюда из одного и того же места. Как знать, а вдруг миров много, вдруг они похожи, как члены одной семьи, ведь эволюция в них так или иначе придумала человека, но все же разные. Бывало, ей хотелось узнать, разобраться, но никто из них почему-то не говорил о прежней жизни. Не ностальгировал вслух, не рассказывал смешных историй, как будто они сговорились молчать и держали слово. Если Яся еще и плакала о том, к чему больше не вернется, то только ночью, наедине с собой, уткнувшись в подушку, чтобы не слышала спящая рядышком бабнюта. На самом деле слезы приходили все реже. В один из дней Яся с Маросем сидели на земле во дворе у бабнюта, глядя на птиц. Те появились на рассвете, наполнив воздух тревожным криком, и их поток не иссяк до сих пор. Их было столько, что не было видно неба, бесконечно огромная стая, черным полотном тянущийся куда-то на север. Марос лежал, положив голову на Драника, свернувшегося калачиком. Яся сидела рядом, запрокинув голову, и вдруг осознала, что чувствует себя странно защищенной здесь, среди крошечного полупустого поселка, скрытого от всего, что снаружи, стеной бурой крапивы и смородиновых кустов. Как будто их собственный маленький мирок внутри большого, открытого всем ветром мира. Может быть, это такое посмертие? На рай не тянет, но и адом не назвать. Может быть, если в конце нас всех ждет именно это, то нет смысла так уж безумно бояться. Яся поколебалась, решилась, протянула руку и почесала Дранику бок.
Пес довольно заворчал и лизнул ей запястье холодным длинным языком. «Марысь», — сказала Яся. Отозвался тот, не отрывая взгляд от неба. «Как ты думаешь, это место, оно вообще реально?» Он ответил не сразу. «Так же реально, как мы с тобой», — наконец сказал он, закинул руки за голову, закрыл глаза. Когда Яся уже потеряла счет тому, сколько она здесь живет, Марысь взял ее с собой в город. «А как же собаки?» – опасливо спросила Яся по дороге. «Для них есть драник», – Марысь кивнул на пса, которого Яся такого еще не видала, сегодня вел на веревке. «Он их отвлечет на какое-то время, а нам больше не надо. Его не обидит?» «Не, он же не дурак, правда, мальчик?» Марысь погладил пса, но тот почти не обратил внимания. Он возбужденно принюхивался, хоть и непонятно чем. Носа-то у него не было. И рвался с привязи. «Хоть развлечется», — сказал Марысь, развязывая узел. «Да? Да, любишь догонялки?» Он отпустил драника на волю, и тот тут же поскакал к пустым домам впереди. «А мы тем временем сбоку зайдем», — сказал Марысь, указывая на арку в стене многоэтажки. По пути они слышат далекий лай, но им самим действительно не встречалось ни одной своры. По пути Марысь объяснял, что искать в городе что-то полезное слишком тщательно нет смысла, потому что все, что тут могло быть, уже давно найдено. Но, добавил он непонятно, иногда бывает появляется что-то новое, так что прогуляться и посмотреть все-таки не лишнее. Яся старалась не отставать от него и вертела головой по сторонам. На фонарных столбах красовались сизые наросты, неприятно склизкие на вид. В витрине, попавшиеся по пути, аптеки ровными рядами лежали средневековые сверла и щипцы, аккуратно запаянные в стерильный пластик. За стеклом пятерочки росли ветвящиеся грибы. На стенах и асфальте под ногами баллончиком через трафарет было много раз выведено: «Здесь есть кто-нибудь? Пожалуйста, хоть кто-то. И девочки для веселья. Рублей в час». Краска успела облупиться и побледнеть от времени. Но кое-где надписи пытались подправить грязью, или, может, не грязью. Но Ясе об этом думать не хотелось. Подмалеванные буквы выглядели так, словно их обводил ребенок, не умеющий писать. И было так тихо, так до смерти тихо. В Мурино, которое она помнила, вечно что-то строили, сверлили. По улицам ездили машины, с железной дороги летели гудки проходящих поездов. А здесь, казалось, затаил дыхание даже ветер. Яся схватила Марыся за рукав. «Вон там мой дом». Тот глянул, куда она показала. «Хочешь пойти посмотреть?» Яся хотела. Она не думала, что вид знакомого подъезда заставит ее сердце биться так часто. Невольно ускорив шаг, Яся обогнала Марыся. Домофон был вырван с мясом. Почтовые ящики кто-то напихал прелых опавших листьев. Откуда, интересно, их принесли, если в новых районах почти нет деревьев?
Что-то звякнуло, и Яся застыла. Кнопка лифта загорелась, как будто ее кто-то нажал. Она ни разу не видела издали городских огней. Здесь не могло быть электричества. Но двери лифта гостеприимно разъехались, как будто так и было нужно. Яся успела машинально шагнуть вперед, но догнавший ее Марось вовремя поймал за локоть. Нет, в лифт мы не ходим, лифт голодный, ты же не еда?» Она сочла за благо не спрашивать, что это значит. «Если хочешь наверх, то по лестнице», — сказал Марось. Яся внутренне застонала, думая, так ли сильно ей хочется тащиться на 19-й этаж, и с удивлением поняла, что да, так. А ей нужно было увидеть. Она сама не знала, чего ждала. Своих вещей под залежами паутины и пыли, скелета другой себя, забытый в брошенной квартире. На самом деле, когда Яся, задыхаясь, доползла до цели, и ее встретил зияющий дверной проем, пустая комната по другую сторону порога. Просто бетонный пол и стены. Окна без рам и стекол. Шуршащий скомканный пластик на полу. Квартира без отделки, в которую никто не въехал. Да уж, а тебе явно для счастья немного надо. Не преминул пошутить Марось. Этот поганец прошагал 19 этажей и даже не запыхался. А Яся выглянула в окно. Ландшафт балконов и крыш казался странно чужим, хотя на самом деле особо не изменился. Там, в другой жизни, из ее квартиры было видно Лахта-центр. Здесь вместо него возвышалось что-то вроде исполинской вышки мобильной связи, только невероятно древнее, старше шумерских зиккуратов. Она взглянула вниз на крышу школы, на которой было большими буквами выведено «Пому», и на вход в подъезд, к которому как раз неторопливо трусило несколько покореженных псов. «Марысь!» — в панике позвала Яся. Тот посмотрел через плечо. «Не боись, выйдем через другой». Он провел ее к люку, ведущему на крышу. Замок проржавел насквозь, но на то, чтобы его сбить, все равно ушло какое-то время. И Яся еле сдержалась, чтобы не заверещать от страха, когда услышала лай на лестнице. Он метался по лестничному колодцу, эхом отскакивая от стен так, что было непонятно, сколько там зверюк, и поэтому казалось, что 1000. «Давай лезь», — велел Марось. Выбрался за ней следом, прикрыл люк за собой. Они спустились через другой подъезд. Пока псы обнюхивали этот, и выбрались из города без потерь. На пустыре их уже ждал драник. Из него вырвали несколько больших клоков шерсти, но, завидев хозяина, он с восторгом завилял хвостом. «Хороший мальчик», — сказал Марось, и драник повалился на спину, подставляя пузо для почеса. Яся просто стояла рядом, дышала и чувствовала, что больше в город не пойдет. Даже одного раза и то оказалось многовато. С ними не случилось ничего плохого, но этот визит в призрак знакомой реальности словно высвободил страхи, закупоренные у Яси внутри. И ей начали сниться кошмары. Ее мозгу хватало ума проснуться до того, как начнется самая мякотка.
Но даже обрывков, которые Яся помнила, когда просыпалась, хватало, чтобы ходить пришибленной весь день. Ей снилось, что из наростов на столбах вылупляются пауки размером с кошку, что они откладывают новые яйца везде, куда только могут пролезть. И когда Яся решает попить чаю, из чайника вместо кипятка потоком текут белые крошечные паучата. Снилось, что баба Нютина радио ловит сигнал той штуки на месте лахта-центра. И Яся до крови царапает себе лицо и сует спицы в уши, чтобы не слышать. Но слышат все равно. Они с Марысем перестали играть в кости, когда Ясе начало сниться, что она сама фигура на поле, и ей нужно двигать своих собак на Марысе, чтобы не проиграть. Когда он делал ответный ход, и она понимала, что загнана в угол, ей оставалось только спрятаться в школе напротив своего подъезда. Окна внутри были расписаны цветущей сакурой. Подходя ближе, Яся различала, что на самом деле цветущие кроны – это много-много отпечатков кровавых детских ладоней, и что двери заперты, а стекла в рамах не бьются, и она просыпалась, не успев дописать Гите. Но все еще было не так плохо, пока один из снов не заставил ее посмотреть себя до конца. Это был сон о том, как она идет домой, открывает домофон ключом-таблеткой, забирает из почтового ящика квитанцию за свет и воду и поднимается вверх по лестнице. На лифте нельзя, хоть она и не помнит почему. Сломался он, что ли? Яся идет и считает ступени, но постоянно сбивается, и приходится начинать заново. И тут снизу и сзади доносится вой, голодный собачий вой, который неуловимо, неостановимо переходит в тот другой вой сирены, кричащий о том, что скоро с неба в языках пламени обрушится смерть, и тебе некуда от нее деться. Яся знает, что умрет, если услышит этот звук в момент, когда в нем больше не останется совсем ничего от обычной собаки из плоти и крови. Яся бежит. Она бежит пролет за пролетом, пролет за пролетом, пролет за пролетом, а потом спотыкается и чуть не падает. С невесть какого этажа прямо на первый, потому что лестницы дальше нет. И вместо нее дыра с неровными обгрызенными краями, и нет даже узенького карнизика или перил, ничего. Дальше не пройти, но вой снизу становится громче, ближе. Яся рвет на себе дверь и вываливается к лифтам. Вой ввинчивается в череп, как сверло для трепанации в хрустящей аптечной упаковке. Лифт подъезжает раньше, чем она успевает нажать на кнопку. Яся вваливается внутрь, и двери захлапываются, как капкан. Света внутри нет. Она шарит по стенам, ищет кнопки, силой вдавливает самую верхнюю, и лифт ухает вниз. Он падает так, как падаешь во сне за миг до того, как проснуться. Вот только Яся не просыпается. Понимает, что не может проснуться, что не проснется вообще никогда. И что конца у падения нет, только тьма. «Мама!» — кричит она жалко и тоненько.
Не узнает собственный голос. «Мамочка!» Лифт останавливается так резко, что сила инерции сбивает Ясю с ног, и она разбивает колени об пол. Дверь открывается, его и льется в кабину, как вода сквозь прорванную дамбу. Вытесняет воздух, накрывает Ясю с головой, наполняя ее через рот, нос и уши, через каждую пору. Она не в силах шевельнуться под его тяжестью, не в силах даже отвернуться или закрыть глаза, и поэтому видит то, что видит. Невыразимо, неизмеримо огромная масса плоти, без конца и края, без замысла и формы. Постижимых человеческим умом. Раздутое беременностью брюхо, титаническое, как гора, как материк, как планета. Кожа, натянутая до предела, вот-вот порвется. Выпирающие вены, как корни, набухшие до крови извержения соски. Бум! Пол содрогается, как будто где-то рядом все-таки упала первая бомба. Бум! Содрогается вся вселенная. Бум! Яся проснулась, но тяжелые страшные удары не прекратились. Бум! Дверь домика бобнюта слетела с петель, и внутрь ворвался Драник. Яся никогда не видела на его страшной, уже почти родной башке такого оскала. Он оказался рядом с ней одним прыжком, быстрее удара сердца. С бесчисленных желтых клыков капала слюна, низкий почти до неслышного рык вибрировал у Яси прямо в костях. Не тот, которым Драник рычал, гоняясь за лягушатами или играя с Маросем в перетягивании тряпки. Яся инстинктивно закрылась подушкой, и вместо ее горла чудовищные челюсти сомкнулись на мешке перьев. Драник мотнул головой, вырвал подушку у нее из рук, легко, как леденец ребенка, отбросил в сторону. Бежать было некуда, прощаться с жизнью некогда. И Яся решила, что это все не взаправду. Просто она проснулась из одного кошмара в другой, вот и все просто. «Стой! Да стой же, дурачок!» Марось обхватил Драника поперек живота, оттащил от Ясиной кровати. Пес весил немногим меньше хозяина, если не больше, и оба повалились на пол. «Фу, фу, кому говорю, да что с тобой такое?» Драник вывернулся, вскочил на лапы, подмяв Марося под себя. Тот инстинктивно выставил руки, защищая лицо, и Драник, верный друг, послушный помощник, игривый большой щенок, обожающий бегать за палкой и давать почесать пузо, вгрызся ему в предплечье. Яся зажмурилась, ожидая треска костей и ткани, когда пес оторвет Маросю руку от плеча. Грянул выстрел, и стало тихо. Марось лежал на полу, придавленный собачьей тушей. Драник замер. У него в затылке зияла черная в полумраке воронка. На пороге стоял дед Микка. От дула ружья у него в руках шел дымок. Яся еще успела подумать, да спит он с этим ружьем, что ли. Дед оттащил труп Драника в сторону. Марось белый с огромными глазами попытался вскочить, пошатнулся
упал на колени. «Нет!» – вдохнул он. «Нет, нет, 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 нет!» Он сгреб мертвого пса в охапку, покачиваясь, прижал его голову к груди, склонился над ним, как мать над младенцем, словно хотел защитить. «Нет, нет, нет, мальчик, да как же это? Да как?» Его разорванный рукав набряк от крови. По полу медленно растекалась темная лужа. «Хорош скулить бесстрастно», — сказал дед Мика и взял у печки кочергу. «Рану прижечь надо. Вы, бабы, пошли вон». Стоя на улице босиком, завернутая в одеяло, Яси наконец поняла, что сейчас произошло. Она рыдала от запоздалого ужаса, кусая костяшки пальцев, а баба Нюта стояла рядом и молчала, пока наконец не сказала: «Что, опять тебе страшный сон снился?» От удивления Яси перестала плакать. «Да». «Мамку звала?» — грустно спросил баба Нюта. «Что, откуда?» «Звала?» — бабка скорбно кивнула. «Вот и дозвалась. Нету другой мамки, кроме сучьей». Следующий день прошел как в тумане. Сидеть на месте не получалось, но и дела не клеились. Все валилось из рук. Марось остался в доме у баб Нюты, и находиться рядом с ним было больно. В его застывших, неживых глазах не было ни капли злости на предательство, только бесконечные горе утраты. Он не шевелился, когда дед Мика вытащил драника во двор, разрубил на куски и в мешке унес в лес. Топор баба Нюта сожгла в печи. Вечером они все набились в одну избушку, чего не делали никогда. Марось забылся неровным сном на Ясиной кровати. Баба Нюта вскипятила воды и поставила на стул варенье из крыжовника, но никто не притронулся к стаканам и чашкам. Монотонно и бессмысленно шипело радио. Яси сидела, словно вынутая из этого мира, и думала о том, что это она во всем виновата. Марось застонал, Яся вздрогнула и сжалась, не зная, чем ему помочь. Не просыпаясь, он беспокойно шевельнулся, перекатился на спину, застонал снова, а потом закричал. Они повскакивали с мест, не понимая, в чем дело, а он орал, выгибаясь дугой, словно в припадке, и на чистой повязке на его прокушенной руке проступали пятна крови. Дед Мика прижал парня к кровати за плечо, сорвал бинты. Прямо на глазах у Яси что-то невидимое выдрало у Марося кусок из руки. Просто взяло, оторвало лоскут мышцы, обнажая в глубине белую кость, и, не жуя, сглотнула куда-то в пустоту. Укусила снова. Яся отчетливо видела, как на залитой кровью кожи рисуется красный полумесяц зубов. Марось дернулся, забрасывая дедову руку. Дед Мика неслышно ругнулся и отпустил, брезгливо обтирая ладони рубаху. «Это она», — сказал он, — «сука, она его жрет». С той ночи Яся не увидела ни одного кошмара, потому что не спала. По ночам сучья мать приходила жрать Марости заживо. Дед Мика, хоть у него болела спина и не гнулось одно колено, кое-как перенес парня в пустой дом, подальше от прочих, но это не помогло. Они все равно слышали его крики. Яся никогда в жизни не подумала бы, что человек может так кричать. Она не ходила сидеть у его кровати. Зачем, если ночью Марось не видел и не слышал ничего из своей личной
вселенной боли, а днем ему хватало сил только на то, чтобы лежать в полузабытии, полусне. Яся и сама еле волочила ноги. Вина прижимала ее к земле, не давала дышать, ей спать. Если днем в благословенной тишине ей удавалось закрыть глаза, ей снились разъезжающие двери лифта, и Яся вздрагивала, просыпаясь от ужаса перед тем, что увидит за ними. По ночам ей оставалось только лежать, спрятав голову под подушку, кусать губы, слушать и знать. Это все она и никто другой. Она звала, и она дозвалась. Она не знала, как ей жить с этим дальше. Дальше, такое смешное слово, что вообще будет дальше? Никто не говорил ей, и она боялась спросить. Дед Мика ходил еще злее, чем обычно. Бабнюта вздыхала, крестилась, приговаривая что-то себе под нос. Если у стариков и были припасены какие-нибудь лекарства, Яся не верила, что Маруся может помочь хоть одной из них. Здесь, конечно, случаются чудеса, но такие вряд ли. Она запрещала себе думать об очевидном и неизбежном. Когда становилась совсем невмоготу, ложилась лицом вниз на подушку и беззвучно кричала в нее. Кричала, пока в голове не оставалось ничего, кроме гулкой пустой боли. А потом на 4-й день дед Мика зашел к ним с бабнютой и сухо сказал: «Пора кончать». Его жилистые в старческих пятнах рука, как всегда, сжимала ружье. Яся не сразу поняла, о чем он, а когда поняла, что-то у нее внутри умерло. «Нет!» – выкрикнула она, – «так нельзя!» Дед зыркнул на нее почти с ненавистью. «Так нельзя, а как тогда можно? Что ему терпеть? Тебе бы на его месте хорошо было». Яся отпрянула от силы его злости, налетела спиной на стену и расплакалась, пряча лицо в ладонях. «Он сам меня попросил», – буркнул дед Мика. «Если хочешь попрощаться, то приходи». И ушел снова. Попрощаться у Яси никак не укладывалось в голове. У нее еще никто не умирал, она не знала, как это. Какой-то части у нее внутри, маленькой, глупой части, казалось, что если она не пойдет и не скажет прощай, и не поставит последнюю точку, то Марс никуда не денется. Нет, правда, разве он может перестать быть? Но был для Яси частью... Он был для Яси частью этого мира с первого дня, с первой секунды. Еще 5 дней назад они смеялись, вычесывая из драника ежики репьев. Это все какая-то ошибка, опечатка в книге жизни, которую можно найти и исправить. И они все еще посмеются над этим когда-нибудь потом. Не может же его не быть, этого потом. Она решилась только под вечер, потому что еще одной ночи ей было не пережить. Когда Яся, нашкодившей кошкой, проползла в приоткрытую дверь, дед Мика, сидевший у кровати, молча встал и пошел прочь. Остро пахло сукровицей, Марось лежал на спине, сбросив одеяло. Его глаза были закрыты, зубы стиснуты, на бледном лбу блестели капли испарины. Яся сделала к нему полшага и зажала рот ладонью. Кто-то из стариков попытался перебинтовать его раны, но он, должно быть, метался так, что повязки сползли и ничего не могли скрыть. Ее правой руки, той, в которой впился зубами драник, больше не было. Просто не было, и из облуданного плеча торчал только острый огрызок кости. Под оголенными ребрами, быстро и мелко дыша, раздувались и опадали легкие. За грудиной в ошметках завернутого красного мяса умирающей птицей трепыхалось сердце. Яся моргнула, слезы, выступившие на глазах, горячими реками хлынули вниз,
и зажмурилась, чтобы не видеть лиловые кровоподтеки на искусанной шее, язык и зубы сквозь рваную запекшуюся дырку в щеке. Господи, Боже правый, да как же это, как же так? А потом Марась открыл глаза, мутные от боли. «А», — хрипло сказал он, — «надо же, явилась, и 100 лет не прошло». «Что?» — только и смогла выговорить Яся. «А то», — он закашлялся, шипя, втянул воздух сквозь зубы. «Тебя сколько ждать-то? Нет. Тебе-то понятно, торопиться некуда». Ему было, очевидно, сложно говорить, но Марась не умолкал. «Ты подумала обо мне хоть раз, что все бы уже могло кончиться 1-2 часа назад? И мне не пришлось бы, не пришлось». Я схлипнул: «Прости, я, это так трудно». Марась рассмеялся, и этот звук был страшнее вой сучьей матери. «Трудно тебе, трудно». Внезапным усилием он рывком сел на кровати, свесил с края босые ноги. «Знаешь что, хватит, пришла, посмотрела, ну и все». Яся слишком поздно поняла, что дед Мика оставил свое ружье стоять у изголовья. Она не успела даже шевельнуться. В последнем порыве сил Марась схватил ружье здоровой рукой, наставил дуло себе в лицо, нащупал большим пальцем ноги спусковой крючок. Мир оглох. В высоко и тонко звенящей тишине безголовое тело упало назад спиной на стену. Все, что только что было Марасем, ее другом Марасем, медленными вязкими каплями стекало с перепачканных досок. Брызги разлетелись по всему дому. Они были у Яси в глазах, в волосах, на губах. И когда она смогла вдохнуть, первым, что она почувствовала, был их железный соленый вкус. Ничего не видя, она ощупью ткнулась в дверь, запнулась за порог, вывалилась на крыльцо, кинулась вперед, шатаясь, влетела в колючие объятия кустов. Ее вырвало так отчаянно, словно тело старалось исторгнуть из себя сердце и душу, очиститься от памяти и остаться сухим и пустым. Яся давилась рыданиями, захлебывалась и кашляла. И когда поток иссяк, на мгновение ей показалось, что все, на что ей еще хватит сил, то по земле лицом и умереть тоже. Она ухватилась за ветку шиповника, пропарывая ладонь, но устояла. Вытерла лицо, размазывая по нему слезы, сопли и кровь, свою и чужую, и побрела назад. Кусты не хотели ее пускать, хватали за руки, шепча утешение, но Яся не слушала. Дом бабы Нюты стоял перед ней мертвым, глядя в никуда покосившимися рамами без стекол. Ступеньки крыльца потонули в траве и мху. Ничего еще не понимая, Яся постучала в дверь. Незапертая, та приоткрылась со скрипом, похожим на стон. Внутри не было ничего, кроме темноты. Ступая как лунатик, Яся сходила на край поселка, где дом Мика. Крыша его дома обвалилась, на ее остатках росли тоненькие юные березки. Яся развернулась и пошла сквозь заросли во внешний мир, давя не успевших убраться с дороги лягушек. Землю укрыли млечные сумерки питерской белой ночи, и в городе за пустырем зажигались огни. Пока Яся медленно шла к ним, пошел снег. Она подставила ладони, и снежинки ложились на них, не тая. Они не были холодными, скорее похожи на тонкие хлопья пластика. Яся подняла голову, половина неба была на месте, а вместо второй зияла рваная рана. Ошметки небесной тверди свисали с крыш многоэтажек, облака запеклись на окнах веерами брызг. Она переступила границу города, и ее встретил обычный нормальный летний вечер. Пластмассовый снег кружил вокруг фонарей, следящих за Ясей взглядом.
Люди без лиц спешили куда-то по своим делам. Мимо проехала маршрутка без водителя, полная народа. Девушка в форме пятерочки, ругаясь, отдирала от витрины присоски ветвистых грибов. Ребенок в радостном волнении рассказывал матери про свой день в школе, крепко уцепившись за ее руку окровавленной ладошкой. Светофор на перекрестке решил стать маяком. Обе лампы горели одновременно ярким белым светом, словно прожекторы, и Яся в нерешительности остановилась, не зная, можно ли ей перейти. Рядом с ней встала женщина в аккуратном старомодном костюме. Она доверительно наклонилась к Ясе и прошептала: «Дальше не ходи, там лед». Тут светофор, мигнув, заискрил и погас, и женщина зашагала через дорогу. Мопс в милом свитерке, которого она вела на шлейке, дружески хрюкнул Ясе на прощание. У него не было глаз, зато зубы в воронкообразной пасти ряд за рядом уходили куда-то в невообразимые глубины. Никакого льда по пути в свой подъезд Яся не встретила. На лифт была очередь. Как будто все жильцы решили вернуться домой в одно и то же время. Яся встала в конец, там впереди синхронно прибыли обе кабины, обычная и грузовая. Люди набились в них, и двери закрылись. Маленький экранчик наверху так и показывал первый этаж. Через минуту двери разъехались снова, и людей внутри уже не было. На их место тут же принялись загружаться новые. Яся решила не ждать и пошла вверх по лестнице. У дверей своей квартиры она поняла, что понятия не имеет, когда и куда пропали ее ключи, но их точно не может быть в кармане ватных штанов бабнюты. Машинально попробовала ручку и поняла, что дверь не заперта. Внутри все было так же, как в день и час, когда она уходила. В открытые окна набело фальшивого снега, он серым пушистым слоем лежал на незаправленной кровати, плавал в недопитой кружке с чаем. Где-то около горизонта, за крышами, антеннами и красными звездами заградительных огней рыбьей костью торчал обглоданный остров заброшенного лахта-центра. За стеной завыл соседский пес. Может быть, он хотел гулять или есть, или ему было одиноко. Но Ася вдруг отчетливо услышала, что его устами где-то там глубоко, глубже, чем корни самых старых домов, намертво зажатые в обломках двух покореженных, переломанных миров, воет сучья мать. Яся села на пол и завыла вместе с ней.